Hi, good morning, everybody. Welcome to the Facebook Live, TWR Facebook Live, and also I wanted to say Happy Valentine's Day. Я хочу всех поздравить с Днем Святого Валентина. Сегодня День Святого Валентина. Я предполагаю, что это день связи на основе любви, дружбы. Я думаю, что это всегда хорошо, когда есть причины подумать о связи, о любви, и порадоваться о нашей связи, о нашей любви. И я желаю вам всего наилучшего в этот особенный день любви. Сегодняшняя тема – это исцеление посредством осознания ветров или драгоценных ветров. В принципе, я хочу, чтобы вы все подумали, что вот в этом названии есть слово «исцеление» и «осознание», и «драгоценные ветры». Итак, исцеление посредством осознания драгоценных ветров. И, конечно, если подумать о драгоценных ветрах, я это говорю, драгоценные ветра, это слово, потому что это связано с Маджу, вот это, с этой книгой. Это вот книга. Это Манджу Санджи Джусу. Это один из наиболее важных тантрических текстов, поучений в традиции Бон. И отсюда я даю поучение о йоге сновидений, и отсюда я беру различные формы для практики йоги сновидений. Вот здесь также говорится о драгоценных ветрах. И драгоценные ветра, мы говорим, называем их Ринпоче, драгоценность. Согласно этой древней традиции, есть очень много категорий ветров. Это тонкие ветры и грубые ветры. И каждый из этих ветров, об этом, то есть очень глубокое знание о каждом из этих ветров, о ветрах, и есть драгоценные ветры, это драгоценные ветры. Конечно, у нас сейчас не очень много времени, чтобы подробно об этом говорить, но я хотел бы просто как можно проще об этом рассказать. Драгоценные ветры, сознание. Итак, что мы пытаемся исцелить? Это, если подумать о нашей болезни, о нашей боли, о наших блоках, переменах настроения, карма. Вот от этого мы пытаемся исцелиться. Конечно, все говорят об исцелении, и здесь особенность, о чем мы говорим, есть две вещи. Осознание и драгоценные ветры. Я на Фейсбуке поместил страницу, там она называется «9 ветров», там такая таблица с 9 ветрами. И концепция здесь состоит в том, что вся Вселенная, все человечество в каком-то смысле начинается, то есть основывается на законе этих 9 ветров, и в каком-то смысле также и заканчивается согласно закону этих 9 ветров. Опять-таки, я не буду об этом так подробно говорить. Я больше хочу говорить о понимании, которое за этим стоит. Итак, я думаю, вначале очень важно здесь говорится, это прана пространства природы Бона, прана блаженства из вечной мудрости, прана самовозникающая внутреннего сознания.
вот эти три праны. Если вы знакомы с внутренним прибежищем, или с чистым, мы говорим это, называем это чистое осознание, вот эти три праны – это чистое осознание. И если у кого-либо есть способность быть в этом состоянии осознания или видеть вещи через это чистое осознание, или действовать через это чистое осознание, то это самый здоровый способ существования, самый здоровый способ бытия. Если мы теряем это чистое сознание или самоосознание, то мы оказываемся в ловушке праны номер 4. Это лошадь ветров. Это, в принципе, наши мысли, наш концептуальный ум, наш хватающий ум. И каждая наша мысль связана с каким-либо ветром. Например, если у меня негативная мысль, то вот эти негативные мысли – это ветер, в принципе. Эти негативные мысли – это ветер, это не только мысли в уме, это также ветер, который движется по нашему телу, по нашему сердцу, через наш мозг, через все части, через клетки нашего тела. И, в принципе, ум и эмоции – это ветер, который течет через наше тело, через наше сердце, через наш мозг. Например, люди говорят так: злость – это фактор риска для сердечных заболеваний. Или же одиночество – это фактор риска для сердечных заболеваний. И вот одиночество и злость – это тоже ветры. И вот они заражают дыхание, они сжимают сердце, они производят проблемы в сердце. Вот такой простой пример. В принципе, вот эти 9 ветров, я рекомендую посмотреть на эту таблицу. Может быть, там трудно будет все понять, но, по крайней мере, может быть, будет интересно взглянуть. И вот эти 9 ветров я хотел бы поговорить немного о 4 из них. Итак, номер 4, 5, 6 и 7. Итак, номер 4 – это, в принципе, наши мысли. Все ваши мысли, весь ваш хватающий ум – это причины вашего благосостояния, хорошего здоровья, плохого здоровья. И либо эти мысли у вас прекрасная, здоровая жизнь, и мысли производят, или же мысли производят трудную и нездоровую жизнь. И потому что эти мысли – это ветры, это могут быть драгоценные ветры или негативные ветры, которые производят плохое здоровье. И после этих мыслей номер 5, ветер номер 5, это кармический ветер. Немножко трудно понять, что это такое. И большинство людей не понимают, что такое карма. Может быть, скажу только несколько слов об этом. Карма – это такие кармические следы энергии прошлого, то есть это действие прошлой жизни или прошлого. И, в принципе, есть такой мощный кармический ветер у нас, в нас. И иногда, когда этот ветер дует в каком-либо направлении, особенно когда мы слабы, когда мы не способны чувствовать уверенность и силу в себе, и кармический ветер нас уносит в каком-либо направлении, и вы просто чувствуете, что вы беспомощны. Вы не можете выбирать свою жизнь, вы не можете принимать решения, вы не можете выбрать направление, и вы вынуждены двигаться в каком-либо направлении или принимать то есть вот это кармический ветер. Затем это
умственные омрачения, то есть это ветры эмоций. Мы все знаем, что наши эмоции вызывают, если мы чувствуем любовь, если мы чувствуем радость, если мы чувствуем щедрость, симпатию, сострадание, доброту к кому-либо, или доброту к себе самому, сострадание к себе, то вот эти эмоции, конечно же, обладают очень большой связью с нашим благосостоянием, имеют очень большую связь с нашим благосостоянием. Наше благосостояние очень сильно связано с этими эмоциональными ветрами. Конечно, мы все знаем эти вещи, но в контексте поучения материнской тантры здесь говорится о драгоценных ветрах, Лунг Ринпоче. И, в принципе, вот эти, что мы пытаемся здесь понять, вот эти эмоции, конечно же, вызывают, очень важно, либо они вызывают плохое здоровье, либо они ухудшают здоровье, либо они могут исцелять, или же даже могут полностью преобразовать вашу жизнь. Это номер 6. Немного Цулун. И седьмой ветер, на этом я хочу остановиться, это здесь говорится о здоровье. То есть это ветер здоровья, и в тибетской традиции мы говорим мы характеризуем три ветра специальным образом, но я бы хотел сказать здесь, в качестве подведения итогов, что осознание и драгоценные ветры – это очень важно для вашего благосостояния, для духовного благополучия и для вашего здоровья. Это ваш собственный ум, ваши собственные эмоции. Они полностью ответственны, то есть ваш ум влияет на ваше благополучие, благосостояние. И это действительно, о чем говорится в этих поучениях. Например, драгоценный ветер номер 6, эмоции, конечно, мы говорим о 5 ядах, о злости, привязанности, неведении, ревности и гордости. И вот эти 5 ядов, 5 негативных эмоций, конечно же, являются причинами нашего плохого здоровья. И давайте скажем, давайте поразмышляем над нашей собственной жизнью. Давайте подумаем о нашей собственной жизни. Вы все готовы подумать о своей собственной жизни? Подумайте о ней. Вот в течение последнего года или 3 лет. Подумайте о последнем 1 годе или о последних 3 годах. Это очень важный момент. Я хочу, чтобы каждый очень внимательно рассмотрел свою жизнь в течение последнего 1, 2, 3 лет. Смотрите на свою жизнь. Я хочу, чтобы вы посмотрели на свою жизнь. Как вы думаете? Какие у вас мысли? Они очень ясные. Они очень позитивные, полные надежд, продуктивные, сосредоточенные. Или эти мысли полностью подвержены влиянию кармических ветров, вы не знаете, что вы думаете, это очень неясно, там полно сомнений, очень небольшая сосредоточенность, много утомления, минимум достижения. Какие мысли у вас?
Давайте подумаем об эмоциях. Какие эмоции вы часто чувствуете? Любовь, радость, сочувствие, сострадание, доброту, заботу, благодарность, много доверия, надежды, или же вы чаще испытываете другие эмоции: страх, беспомощность, злость, ревность, негативные мысли, полные осуждений. То есть какие вы эмоции часто испытываете? Просто подумайте об этом. Это больше такое размышление над самими собой. Многие люди могут говорить об этих идеях. Многие люди сегодня говорят о разных теориях, но практика – это другое дело. Осознание – это другое дело. И особенно самоосознание – это очень трудно. Мы говорим о практиках, опыте, мы говорим об осознании, потому что мы исцеляемся через осознание драгоценных ветров, и особенно это касается не чего-то, кого-то осознания, кого-то другого осознания. Это не так, что ваш муж всегда пытается осознавать все, что жена делает неправильно, особенно сегодня. Особенно сегодня не нужно этого делать. Сегодня день Святого Валентина. То есть не нужно думать о вашем партнере, муже, жене, сестре, брате, что они делают неправильно. Нужно думать, что они могут делать правильно. Потому что если вы так думаете, то это осознание, но это не самоосознание. Здесь мы хотим заняться самоосознанием, исцеление через осознание драгоценных ветров. Драгоценные ветры всегда связаны с осознанием. И почему осознание имеет силу исцелять? Потому что ветер является коммуникатором. Ветер – это процессор. Потому что ум не движется, ум это больше обладает таким ясным, всеобъемлющим качеством, а что движется, что перерабатывает, что связывает, что меняет, это вследствие силы драгоценных ветров. Подумайте об этом. Подумайте о своих мыслях за последние 2-3 года, о своих эмоциях, и затем подумайте о вашем здоровье. Как вы себя чувствуете в плане здоровья? Вот последние 1, 2, 3 года, как у вас здоровье? Если вы чувствуете себя хорошо все время, если вы не чувствуете себя хорошо, то последствия этих мыслей и эмоций на ваше здоровье, то есть если вы уже себя чувствуете нехорошо, то как они влияют на вас? Итак, очень важно, иногда, я всегда говорю об одном примере. Однажды я был в самолете, и рядом со мной сидела женщина, и она подготовила очень полезную еду, и казалось, что она очень внимательно относится к еде, и хорошо.
Я думаю, что это хорошо. Осознавать и точно понимать, что ты ешь. Я с этим, у меня нет проблем. Но что я почувствовал, что уровень волнения, беспокойства, то есть такой, все время у него был такой настрой поиска, не было чувства покоя, безмолвия, не было чувства открытости, не было чувства тепла, то есть полное такое беспокойство, при том, что она ела прекрасную, полезную еду. И я подумал, если действительно создать баланс между этими двумя факторами, вот это настроение, эти мысли, эмоции, вот это беспокойство, это вот неуверенность, это вот отсутствие чувства покоя и безмолвия, то что вот все эти вещи будут делать с этим человеком? То есть вот этот прекрасные овощи больше влияния будут производить, или же вот это волнение? Что больше будет на нее влиять? Это хороший вопрос, я предоставляю вам подумать о нем. Можно что-то прекрасное приготовить с огромной радостью. Может быть, это не полезная будет еда, что-то донат называется. Но маленький донат, вы приготовили его с радостью, с игривостью, с весельем, и вы еще с кем-то им поделитесь. И даже если это что-то не очень хорошее, но как вы это едите? Наверное, как бы это перерабатывает плохую еду, сила вашей мудрости и осознания перерабатывает это, наверное. Конечно, я не говорю вам, что нужно есть вот, неполезную еду, и я не говорю, что полезная еда – это нехорошо. Конечно, очень хорошо осознавать, что вы едите, сколько вы едите и так далее. Но что я хочу здесь сказать, почему я это говорю? Потому что я здесь живу в Калифорнии, и я вижу людей, которые очень внимательно относятся к еде, это чудесно. Я многому у них учился, но те же самые люди, я не вижу, что их уровень осознания, их способность контролировать свои настроения, свои мыслительные модели, их уровень осознания своей боли, эмоций, их уровень осознания, их взаимодействие с другими людьми, осознание у них не достает. То есть драгоценных ветров у них не осознает, не достает. Очень часто. И здесь очень важно, вот мы сейчас говорим, я хочу, чтобы вы подумали, вот у вас самих за последние 1, 2, 3 года, как это было, как вы думали, какие эмоции вы испытывали, какие у вас были настроения, и как это влияло на ваше здоровье, потому что все это связано с этим осознаниями и драгоценными ветрами. Давайте сделаем короткую медитацию сейчас. И сейчас я хочу, чтобы вы все перестали печатать, щелкать на что-то, нажимать. Сейчас момент размышления, созерцания. Момент размышления над самим собой. И прежде чем мы к этому приступим, практика 3 дверей. Направьте все свое внимание на свое тело. Be aware of the stillness. Осознайте покой своего тела. Be awareness of the stillness around you. Be awareness of the stillness. Осознайте покой вокруг вас. Осознайте покой
У всех в священной киберсангхе, у всех, кто медитирует сейчас с нами в данный момент, они тоже осознают этот покой во всем мире. Be aware of the silence. Осознавайте безмолвие. Feel that silence in you, around Чувствуйте you. это безмолвие в себе, вокруг себя. Through you. Через себя. And from all the sacred cyber sangha. И также оно исходит от всей священной киберсангхи. Коллективное безмолвие. То есть мудрость осознания коллективного безмолвия. Почувствуйте пространство своего ума, открытость своего ума. Осознайте эту открытость своего ума. Вы осознаете ветер этой открытости. Когда вы осознаете, присутствует драгоценный ветер этого безмолвия. Когда вы осознаете покой своего тела, то драгоценный ветер этого покоя в вашем теле присутствует. Вот это 3 разных активных драгоценных ветра, они приведены в действие сейчас в вас. И вот эти ветры не пассивны, они активны, они являются процессорами, целителями, они исцеляют вас и нас в коллективном смысле. То есть и это исцеление происходит в данный момент во всем мире, благодаря вот такой медитации киберсангхи. Есть осознание, и вы это осознаете, и есть драгоценный ветер этого осознания. Сейчас постепенно переходим к размышлениям над самим собой. Просто осознайте, как все происходит в вашей жизни. Подумайте сейчас, это очень драгоценный момент, когда вы можете выбирать быть со мной, быть со всеми нами вместе и выбрать, решить размышлять над самим собой, решить исцелить себя, вот это такой драгоценный момент. И мы помогаем друг другу в прямом эфире. Это не запись, это прямой эфир. И сейчас давайте займемся саморазмышлением, когда у нас есть вот вся эта помощь. В течение последних 3 лет, 2 лет, 1 года посмотрите на свою жизнь. На свои мысли.
ветры мыслящего ума, думающего ума, хватающего ума, ветры эмоций, может быть, подумайте о трех вещах. Ваше среднее настроение, в каком вы обычно пребываете настроении, какие чаще всего у вас мысли и какие наиболее часто вы испытываете эмоции в течение последнего 1, 2, 3 лет. То есть пусть у вас произойдет такой прорыв осознания, прорыв постижения. Подумайте, это связано не с тем, как много вы делаете или не делаете, насколько у вас есть чувство бытия, насколько у вас есть связь с чувством бытия в вас, или же вы теряете эту связь с чувством бытия, и всегда вы в этом таком настроении поиска, всегда вас что-то не устраивает. И это очень плохо также для вашего благосостояния, для вашего здоровья. Я надеюсь, что у вас произошло великое осознание в данный момент. По крайней мере, возникла большая ясность в плане того, что происходит в вашей жизни. И эта ясность, она достаточно сильная, уверенная. И вы чувствуете тогда потребность изменить это. То есть у вас возникло осознание потребности это изменить. Потому что это как пустая трата вашего времени. Вы теряете время своей жизни, драгоценные моменты своей жизни. Вы ухудшаете себя, свое здоровье, свою креативность, свою связь, свою дружбу, дружеские связи. И вот сейчас глубоко дышите и просто выдыхайте все это утомление, дискомфорт. Глубоко вдыхайте, как минимум 5 раз сделайте такой глубокий вдох и выдох. Позвольте себе полностью отдыхать, и не только отдыхать, но и также покоиться в этом чувстве бытия и пробуждаться к осознанию этого бытия из состояния беспокойства, то есть в состоянии полного покоя, полного вдохновения.
И чувствуете, вот, что вы как будто приходите домой. В этом пространстве вы отдыхаете в этом чувстве дома, вы отдыхаете, как ребенок в любящих объятиях матери, вот с этой связью и любовью. Вы отдыхаете, как тот, кто выполнил задачу жизни, проект жизни, довел до конца. Бытие. В этом бытие есть безграничное чувство пространства, есть безграничное чувство осознания, присутствия, есть безграничное чувство знания, связи. Вот это самые чистые виды осознания и самые чистые драгоценные ветры. Это как из 9 лунгов, из 9 ветров, это 3 первых ветра. Безграничное пространство. Прана – пространство природы Бона. Чувство бытия, пребывание в этом священном пространстве. В этом священном пространстве вы связаны со всеми остальными, со всеми другими людьми. Безграничное пространство. Когда вы осознаете это безграничное пространство, то это есть осознание, самое чистое осознание. Когда есть осознание, то есть драгоценный ветер, связанный с этим осознанием. И когда есть этот драгоценный ветер, это то, что перерабатывает все и исцеляет, перерабатывает, расчищает. Такой внутренний разум. Это сознание, это внутренний разум, активный внутренний разум, который делает все, что требуется, что нужно вашему телу и вашему уму. И вы этому доверяете. Когда вы связаны с этим пространством, этим осознанием, естественно, без усилий происходит исцеление. Поэтому мы говорим исцеление через осознание драгоценных ветров.
Okay. So Так, you can open your eye. можно открыть глаза. So let me know, give me some feedback here. И How's your расскажите meditation? мне, как прошла у вас How медитация, did you? как вы... So there are a number of questions that I wanted to ask you. Я хочу вам задать несколько вопросов. What did you learn Что by вы поняли self-reflecting in your life в for last результате 1 to 3 years? размышления над своей жизнью в How течение was последних 3 лет? your mood, average Какое mood? у How вас было was your настроение? thought patterns? Какие у вас были мысли, How мыслительные was модели? your emotion patterns? Какие были эмоциональные модели? And how И these mood, как эти thoughts, настроения, emotions мысли и эмоции affecting your влияли well-being? на ваше If you're благосостояние? not well, then Если вы can you нездоровы, see то видите ли one вы of the reason why you are not одну из well as причин, почему вы caused by нездоровы? your average Она mood, your вызвана average thought, вашим your средним average настроением, emotions? средними Because мыслями, these эмоциями, are потому что winds. это ветры. As I said, number Как я уже 5, говорил, wind 5, wind 6, wind 7. 5, то есть это ветер номер 4, 5, 6, 7. Конечно, я говорю об этих ветрах в контексте Маджу, материнской тантры. Вот эта книга с поучениями материнской тантры. Именно там говорится о 9 ветрах. И это невероятное знание, невероятная мудрость. Там точно говорится именно об этом. То есть смогли ли вы понять что-то особенное? То есть смогли ли вы как-то пробудиться? Я надеюсь, что это позволило вам полностью пробудиться, что-то действительно понять в себе. Мы говорили, что вы не являетесь вашей болью, мы пытались помочь вам понять, кем вы являетесь, и теперь мы говорим о том, какие у вас были настроения, эмоции и мысли последние 3 года, и как они влияли на ваше благосостояние. И если вы это осознаете, то у вас явно появится желание это изменить, и вы сможете это изменить с помощью 3 дверей, через которые вы пройдете к внутренней сущности своей, к внутреннему прибежищу. То есть правильное настроение – это безграничное пространство, бесконечное сознание, это тепло, вот пребывание в этом. Представьте себе, например, какой-либо случай, вы сидите с группой людей вместе, и люди говорят о политике, например, или о семье, или о каких-то сложностях, которые они пытаются разрешить, о проблемах. Подумайте об этом. В этом разговоре вы можете видеть, если вы в безмолвии и покое и пространстве, вы можете лучше чувствовать боль каждого, вы яснее слышите голос каждого и точнее установить связь с каждым из них. И будучи связанным со всеми, когда вы слышите всех, слушаете всех и чувствуете вот это тепло связи со всеми, из этого покоя, безмолвия и пространства, связи и тепла, что-то возникнет. А что возникнет, все отнесутся к вам намного лучше, чтобы не возникло. И, может быть, вы поймете, что в этот момент даже вам нечего сказать, но ваше присутствие, оно будет вполне устраивать каждого, вы будете помогать своим безмолвием, и им больше, своим присутствием, вы будете помогать этой группе лучше, больше, своим теплом, добротой, чем-либо, что вы могли бы сделать, сказать или ожидать. Просто подумайте об этом. Это не только ваше чувство исцеления, но вы также позволяете у других людей позволяете возникать этим переживанием исцеления. Yeah, so conclusion.
Итак, вывод, заключение. Заключение такое, если мы знаем свою ситуацию в течение последних 3 лет, ветер номер 4, ветер номер 5, драгоценный ветер номер 6 и так далее. Если вы видите, как эти настроения, мысли, эмоции, если вы явно это видите, как это влияло на вас, и вот какое у вас сейчас состояние, это первое. Это вы можете, как будто проснувшись, ясно увидеть. Во-вторых, можете ли вы в будущем это изменить в следующие 3 года, например? Можете ли вы это улучшить? Можете ли вы улучшить свое благосостояние, здоровье? Если вы хотите этого, то часть это хорошая гимнастика, там, полезная еда и так далее, все это важно. Но что еще важно в вашем стиле жизни? Можете ли вы быть открытыми? Можете ли вы быть более открытыми? Можете ли вы быть более присутствующими, безмолвными? Можете ли вы быть более осознающими? Итак, осознание – это самое важное лекарство в жизни. Осознание – это самое лекарство в жизни, самое важное лекарство в жизни. Самоосознание – самое важное лекарство в жизни. Когда вы осознаете сами себя, то вы также лучше осознаете то, что вокруг вас, лучше осознаете других. В нашем мире очень много происходит вследствие неосознания других, вследствие непонимания боли других, непонимания потребностей других, непонимания, неосознания ситуации других. Почему это происходит? Потому что есть неосознание самого себя. Неосознание самого себя, неосознание других, что это создает дисгармонию, боль, болезни, разрушение. Когда есть осознание, оно все меняет. Итак, я надеюсь, что это было полезно. И, конечно, что касается 9 пран, то это очень сложная тема, но я думаю, что она восхитительная и интересная. Из чистого осознания пространства до полного разрушения Вселенной, как чистое пространство может, чистое сознание может создать всю Вселенную, а отсутствие этого чистого сознания, неведение может разрушить всю Вселенную. Эта Вселенная может быть чем-то большим, или страной, или семьей, или же самими нами. То есть в каком-то смысле мы тоже всем этим являемся. Но чистое сознание, то есть от чистого сознания до полного разрушения. И между ними у нас есть очень много возможностей, много ролей, которые мы можем играть. И все эти роли мы должны в них стараться привнести осознание. Большое спасибо всем. Еще раз с Днем Святого Валентина вас. Чудесного вам времени. Устанавливайте связь с людьми, которых вы любите, о которых вы заботитесь. Находите свои связи, наслаждайтесь ими. Любая связь – это лекарство.
Все, что вы чувствуете вместе с другими людьми, делитесь своей радостью, состраданием, связями. Это подлинные лекарства, и они помогут вам, они будут вас исцелять. Это драгоценные ветры, о которых мы говорили. Спасибо. Увидимся в четверг. И после этого я поеду в Индию и Непал, и мы будем продолжать наши трансляции через Facebook, несмотря на то, что я буду в поездке. Я не знаю, в какое время мне придется вставать и ложиться, но я планирую продолжать трансляции. Спасибо.